Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать в мою творческую комнату. В этом мастер-классе я покажу, как сделать интересный кулон в виде воздушного шара. Прежде чем приступить к работе, я подготовила вот такой шаблон. Раскатываю пласт полимерной глины малинового цвета и кладу на него шаблон. Хорошо прижимаю его к пластике. Иголочкой обвожу шаблон по контуру. Теперь беру штифт и загибаю его конец. Вот что у меня получилось. По намеченным иголочкой линиям вырезаю верхнюю часть воздушного шара. Размещаю здесь штифт и вдавливаю в пластику его загнутый конец. С помощью силиконовой кисточки замазываю его пластикой. Теперь мне понадобится цепочка со звеньями-шариками. Отрезаю от цепочки два одинаковых по длине кусочка. В каждом кусочке по 5 звеньев шариков. Теперь вырезаю нижнюю часть воздушного шара. Беру кусочек цепочки и вдавливаю крайний шарик в пластику. То же самое делаю со вторым кусочком. Это будут канатики, на которых держится корзинка. Замазываю шарики пластикой. Разрезаю шаблон воздушного шара на сегменты. Раскатываю два пласта полимерной глины. Один ярко-голубого, другой малинового цвета. Кладу на глину шаблоны воздушного шара и хорошо их прижимаю. После чего вырезаю детали. Одна часть сегментов у меня будет малинового цвета, другая ярко-голубого. Когда все детали вырезаны, приклеиваю их на основу. Чередую сегменты малинового цвета с ярко-голубыми. Затираю швы с помощью влажной салфетки. Из пласта глины ярко-голубого цвета вырезаю нижнюю часть воздушного шара и приклеиваю ее к основе. После этого вырезаю воздушный шар. Затем беру стек и в местах стыков между деталями шара ставлю точки. Теперь приступаю к изготовлению корзины. Для этого мне понадобится салфетка с фактурой, имитирующей плетение. Кладу салфетку на пласт глины светло-коричневого цвета и хорошо прижимаю. На глине появился оттиск. Из этого пласта с фактурой вырезаю небольшой квадрат. Далее мне понадобится стеклянный шарик и люверс. Устанавливаю шарик на люверсе. Так с ним будет проще работать. Кладу квадратик с оттиском на стеклянный шар и аккуратно его прижимаю. С помощью лезвия делаю края квадратика более округлыми. Тонирую деталь корзины темно-коричневой пастелью и отправляю ее запекаться. Глина запеклась и остыла. Снимаю деталь со стеклянного шара. Раскатываю еще один пласт полимерной глины светло-коричневого цвета и кладу на него запеченную деталь корзины. Лезвием отмечаю ее размеры. Теперь беру воздушный шар и вдавливаю крайние шарики цепочки в пластику. Ориентируюсь по отметкам, сделанных лезвием. Замазываю шарики глиной. На край запеченной детали наношу фимогель. Приклеиваю запеченную деталь к сырой пластике. Лишнюю глину отрезаю. Заглаживаю края силиконовой кисточкой и отправляю кулон запекаться. Глина запеклась и остыла. Приступаю к тонировке. Наношу акриловую краску белого цвета в углубление на воздушном шаре, сделанное стеком. Даю краске подсохнуть и стираю ее излишки влажной салфеткой, оставляя краску только в углублениях. Покрываю корзину матовым лаком, чтобы закрепить пастель. Жду, когда лак высохнет, и приступаю к сборке. К штифту с помощью соединительного колечка креплю бейл. В бейл вставляю шнурки. На концы шнурков креплю концевики. На один концевик вешаю карабин, на другой соединительное колечко. В результате у меня получился вот такой кулон в виде воздушного шара.
На мой взгляд, получилось очень интересно. А если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на мою группу ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании под видео. Творческих успехов и до новых встреч!